Здравствуйте, друзья! Совсем скоро зайдет праздник весны, праздник Нового года у тюркских народов, Новруз Байрам. В описании я оставлю ссылочку на объяснение, что это за праздник, как. Но в принципе, в двух словах, это праздник весны. Само слово Новруз это как новый день с персидского. И вот в этот праздник полагается делать много-много, в Азербайджане, я сам родом из Баку, и у нас мы всегда готовили много-много пекли, делали всякие печеные сладости, и одно из самых таких вот праздничных печеных на этот праздник, это было гогал, шор-гогал, соленый гогал. Я сегодня решил приготовить шор-гогал. Давайте смотреть, что у нас получится. Рецептов для приготовления теста для этого печеного в интернете очень много. Но на всякий случай я дам в описании рецепт, как приготовить тесто. Я же, насколько вы успели меня узнать, люблю упрощать. Поэтому в данном рецепте я не буду готовить тесто. Я купил заранее готовое слоеное тесто. И будем готовить из готового теста. Но если вы хотите приготовить тесто сами, то в описании я дам рецепт, как приготовить это тесто. Мы используем готовое тесто, поэтому сразу приступим к начинке. Для начинки нам понадобится 1,5 стакана муки. Муку обжарим на сухой сковородке, постоянно помешивая ее, чтобы не подгорела. Важно выбрать правильный размер сковородки. Вот я выбрал маленькую, поэтому меняю ее. Постепенно помешивая муку на сковородке, добавляем приправы. На 1,5 стакана муки я добавляю 1 чайную ложку куркумы и столько же кумина, перетертой зиры. Добавляем 1 чайную ложку соли. Чем больше соли, тем более соленый будет гогал. Я думаю, что на такое количество начинки 1 чайная ложка более чем достаточно. Пересыпаем обжаренную и остуженную муку в миксер либо комбайн. Добавляем 150 грамм сливочного масла. Перемешиваем все это в блендере или в миксере до образования однородной массы. Наша начинка готова. Теперь осталось только переложить ее в другую посуду. Теперь займемся тестом. Как я уже говорил, тесто у нас покупное, готовое. Такое тесто приходит в замороженном виде, и ему нужно дать растаять при комнатной температуре. Раскрываем его аккуратно, чтобы не порвать. Смажем тесто с обоих сторон оливковым маслом. Вы можете использовать также топленое масло, либо другое растительное масло. Смазав тесто маслом, его нужно немножко раскатать, расширить его. Смазанное маслом тесто очень легко раскатывается.
Теперь разрежем тесто на полоски шириной от 5 до 6 сантиметров. Теперь каждую полоску скрутим в рулет, так, чтобы не было воздуха между слоями теста. Теперь внимательно следите за моими руками. Кончик теста заворачиваем в центр и двумя пальцами в центре делаем дырку, куда потом положим начинку. Таким же способом начиняем и остальные наши булочки. Краешек в центре дырочка, в дырочку начинку и все это закрываем. Важное замечание: булочки укладываем на поднос швом вниз и на расстоянии друг от друга, так чтобы когда они будут готовиться, они не соприкасались и не слипались. Разогреваем духовку до 200 градусов. Для того, чтобы наши булочки, наш гугал получился румяный и красивый, я буду использовать желток. Кто-то использует целое яйцо. Я люблю и предпочитаю использовать только желток. Смазав булочки, посыпем их белым и черным кунжутом. Можно также использовать мак. Это уже на ваше усмотрение. Булочки будут запекаться в духовке при температуре 200 градусов около 15 минут. Теперь проверим, что у нас получилось. Давайте выберем вот этот вот кусочек. Посмотрите, какого красивого румяного цвета. А теперь посмотрим внутри. Вот. Я не ел шор-гугал, очень много лет. И все говорил маме, чтобы мама мне сделала.
Мама далеко. Она это делает, но до меня не доезжает. Короче говоря, друзья, делайте. Я уверен, у вас получится. И даже получится лучше, чем у меня. И напишите в комментариях, как было, что вкусно, что не так. У меня тесто готовое. И получилось очень даже неплохо. Посмотрите на начинку. Кстати, начинка у меня соленый, потому что я добавил соль. Но вы можете добавить сахар, и оно получится немножко сладковатое. Это уже, как говорится, на ваш вкус. Друзья, всех тюркских народов поздравляю с праздником Новруз Байрам.